Привет-привет, с вами Алена, и сегодня я вам покажу еще одну вариацию мужского маникюра, того, как его вижу я. Ну, а к нам вернулся наш клиент, который относил ноготки, которые мы сделали в прошлый раз. Как видите, все хорошо продержалось, какие-то небольшие минимальные отслойки, но учитывая, что человек вообще в принципе ногти носил впервые, я считаю это успехом, и 3 недели пролетели просто на одном дыхании, и в итоге, по его словам, он говорит, я прекрасно себя чувствовал, привык, и мне даже было комфортно. А окружающие часто задавали вопрос, не татуировка ли у него на ногтях, потому что, видимо, само по себе осознание того, что у мужчины может быть покрытие лак, а точнее гель-лак, это немножко странно для людей, а вот если татуировку, например, в ногте вбить, то вполне себе может быть. Ну вот, в итоге мы приступили к снятию, но единственная проблема, с которой я столкнулась, заключалась в том, что он по какой-то причине решил подровнять себе кутикулу. И немножко ее подрезала кусачками, поэтому в процессе обработки я столкнулась со сложностями в плане того, что было немножко все кусочками, драненько и рваненько, и даже есть небольшое покраснение. Как видите, вокруг еще появились заусенцы, потому что, если тупыми кусачками неправильно срезаешь, вот примерно как-то так и будет. Ну а мы после снятия, естественно, убираем длину полностью на нет, потому что я считаю, что все же мужской маникюр, понятное дело, что мы планируем ногти покрасить, но тем не менее длина здесь, на мой взгляд, ни к чему, они все равно будут мешаться, и вот тогда, когда длина свободного края уже выйдет за подушечку, конечно же, начнутся отслойки, и это будет раздражать, и, может быть, даже он что-то там отковыряет, учитывая, что ему совершенно не нравится, когда отрастает кутикула. Срезаю я ногти пряморежущими кусачками, теми, которые, в общем-то, предназначены для работы с уросшим ногтем. Но, честно скажу, также я ими и убираю длину, мне это просто очень удобно. Дальше мы воспользуемся пилочкой 100 на 180 грет, стороной 180, и опилим свободный край, форму делаем, если можно сказать, квадратным. На самом деле мы ее пилим по натуральному свободному краю. Я считаю, что именно на мужских руках пилить нужно не по каким-то стандартам, а именно по натуральной форме. То есть вот как они растут, то есть у каждого человека есть, да, у кого-то овальные ногти, у кого-то квадратные, у кого-то кругленькие, разные. И пилить нужно именно так, потому что все-таки если мужчине мы оставляем уголочки для того, чтобы соблюсти какую-то правильную форму, да, согласно стандартам, или какую-то симметрию, он в итоге их зацепит, потому что мужчины не умеют все-таки носить ногти пока что на данный момент, и к этому нужно постепенно привыкать, что вообще у тебя что-то есть на ногтях, и что теперь нельзя пользоваться им вместо отвертки или еще в каких-нибудь других не предназначенных для этого целях. Поэтому убираем все полностью, делаем такой круглый квадрат. Не знаю, как эта форма называется, в общем, убираем под 0. И сегодня я выбрала, так скажем, не дизайн, а такой вариант натурального покрытия. И результатом осталась очень довольна, но об этом позже скажу, только что это будет френч и лунки. Да-да-да, вы не ослышались, но это будет немножко в другом варианте. Ну а тем временем после опила свободного края мы убираем остатки материала, потому что нам не нужен сильный объем, и мы должны максимально натурально сработать. Все-таки это, не забываем, да, мужские руки. Прошлись пилочкой, бафиком, и дальше переходим к пушеру. Отодвигаем кутикулу одной стороной, меняем сторону пушера и вот этой остренькой частью соскребаем птериги, тот, который можем убрать, тогда у нас меньше работы будет фрезами и легче будет. И, конечно же, мы воспользуемся присыпкой, которой я часто пользуюсь в последнее время. Я для удобства ее пересыпала вот в такую маленькую баночку, которую взяла от блесток. Я думаю, такие баночки есть у каждого, они остаются, я их не выбрасываю, всегда можно что-то в них хранить. Присыпку нужно втереть в ноготь и распределить по ногтевой пластине и коже. Дальше берем фрезу с красной насечкой от Magic Beats. Кстати говоря, после маникюра я сделаю небольшой обзорчик всех инструментов, на которых я работала, и также оставлю ссылочки. И забегая вперед, хочу сказать, что у меня для вас еще есть скидка и промокод от Nippon Nippers. Так что читаем комментарии, обязательно очень внимательно. Ой, не комментарии, а описание всегда читайте внимательно, потому что я там даю много полезностей.
Ну а тем временем фрезами, точнее одной фрезой для начала обрабатываем кутикулу, немножечко ее поднимаем. Дальше я беру одну из своих любимец, такую пузатенькую, толстенькую, которой я дорабатываю остатки и в итоге буду делать еще и шлифовку самой кутикулы. И также, кстати говоря, сделаем еще дополнительной фрезой в конце шлифовку по маслу, поэтому не забывайте досмотреть до самого конца. Проходимся во вторую сторону и можно будет приступать к срезу. Срезать я буду сегодня кусачками. Как раз таки вот на них я и дам промокод на кусачки и на пушер. Дорабатываем все, точно убеждаемся, проверяем. Я никогда не тороплюсь именно во время маникюра, потому что я знаю, что хороший чистый маникюр – это залог хорошего покрытия, качественного и красивого. Дальше переходим к срезу. Срезаю я без фанатизма, только то, что явно торчит, то, что нам мешает. И сразу хочу сказать, что то, что он в какой-то момент не выдержал и немножечко доработал кожу свою кусачками, в итоге сыграл нам злую шутку, потому что не срезалось у меня ровно, что-то пошел расфокус, видимо, я слишком высоко подняла руку. Вот, короче, не срезалось ровно, и пришлось это дошлифовывать, и даже на этапе покрытия я все равно бралась за кусачки, и я не считаю, что это прям так зазорно. Я возьмусь за инструмент столько раз, сколько нужно для того, чтобы достигнуть хорошего результата. В общем, после среза проходимся фрезой, шлифовочной с красной насечкой или с желтой, или любой той фрезой, которая вам нравится. Кто-то работает шариком. Кстати, напишите, если хотите, чтобы я вам показала шлифовку шариками. Если кто-то на этом работает, я с удовольствием, мне очень-очень интересно будет с ними поработать, хотя это не те фрезы, которые у меня находятся в ежедневном обиходе, но сразу хочу сказать, что я еще заказала у Biotech School набор фрез других, разных, я хочу пробовать новые формы, мне всегда интересно. Я такой человек, что я люблю разнообразие, и мне очень классно браться за новые инструменты, пробовать, смотреть, что же у нас там получается. Но мы полностью закончили маникюр, и сейчас нанесли антисептик для того, чтобы убрать остатки, убрать всю пыль и оценить чистоту маникюра. И вот я заметила там какого-то дезертира, не знаю, как это назвать. В общем, кусочек кутикулы, который я всегда замечаю. И так забавно происходит. Делаешь этот срез на камеру, думаешь, все, сейчас он получится супер чистый, супер крутой. И в итоге вот это вот происходит. И опять его срезаешь и мучаешь этот палец до посинения. А потом оставшиеся, те, которые делаются за кадром, они такие срезаются, как по маслу. И это получается просто каждый раз. Я не знаю, это какой-то заговор вселенский. И вот уже, казалось бы, чистый палец. Вроде бы нас все устраивает. Но я по-любому найду что-нибудь еще. В этот момент мне хочется сказать, просто остановите меня кто-нибудь, чтобы я перестала резать. Потому что на самом деле это уже просто докапываешься на ровном месте. Но это каждый раз. И я просто решила сегодня это показать, вот как это все происходит целиком и полностью. А дальше будет срез просто на 4 пальцах, который пройдет абсолютно как по маслу. Совершенно спокойно срезаем 1, 2, 3 и 4 пальчики. И дальше обязательно посмотрим шлифовку, потому что в зоне чуть выше кутикулы видно, что есть махрушки, заусенчики, которые образовались как раз-таки вследствие того, что кое-кто срезал кутикулу там, где не надо было, и тем, чем не надо было. То есть вообще непонятно, каким инструментом. Даже не хочу об этом думать. Скорее всего, это было что-то из Магнит Косметик. Я не знаю, можно это говорить, нет? Короче, вы знаете, да, какие кусачки могут продаваться за 100 рублей? Вот. Ну ладно, в общем, мы заканчиваем срез, и сейчас снова возьмемся за шлифовочную фрезу с красной насечкой, мою любимую, и ей дошлифуем. Ну, а пока я... и 5 палец я тоже, оказывается, решила показать. Представляете, совсем забыла. Ну а пока я буду шлифовать, я хочу немножко рассказать про маникюр. Покрытие будем делать стандартное в классической технологии, то есть делаем выравнивание базой. База у нас будет камуфлирующая. И в тот момент, когда я покрыла этой камуфлирующей базой, он мне говорит: слушай, а у меня совсем не видно лунулу. Давай, говорит, ее нарисуем. То есть это было не запланированной акцией, мы решили сделать маникюр, когда рисуют лунки и рисуют френч. Но так как маникюр все-таки мужской, я решила смягчить, поэтому на базу я выкрашивала не белый цвет френча и не белые лунулы,
делала такой замес. Я взяла эту самую камуфлирующую базу, у меня была от Масура, разбавила ее белым цветом, разбавила ее топом и добилась такого более-менее натурального, полупрозрачного, молочного оттенка, для того, чтобы создать эффект того, что ноготь как будто бы не покрыт и вовсе. Но когда мы закончим, у вас будет возможность оценить, и я думаю, что вы со мной согласитесь, а может быть, кстати, и не согласитесь, это вполне допустимо, можете написать это в комментариях. Ну, в общем, я считаю, что этот маникюр – это максимально натуральный вариант из всех возможных, ну, разве что еще просто на прозрачку матовый топ положить, но мы хотели сделать именно мужской дизайн, то есть я долго думала, что же это может быть такое, и в итоге родилось это только в процессе покрытия, потому что, честно, когда мы садились, в планах был хаки. Ну вот не хаки, а вот этот вот милитари стиль, да, когда камуфлирующие пятнышки, вот эти зеленые, там болотные, коричневатые и так далее. Вот посмотрите на наш маникюр чистенький. И, как я обещала, обзор инструментов. Это кусачки от Nippon Nippers, которые я в последнее время облюбовала. Также я у них заказала пушер на пробу вот такой, заказала еще там другие формы, скоро приедут, и я вам в одном из следующих видео обязательно покажу. Пилочка 100×180, всегда покупаю разные, сегодня у меня вот такая ферма от Кристалл, пряморежущие кусачки, и вот такая вот основа тоже от Ниппонов, на которую я клею одноразовый бафик, который шлифует. Мои две фрезы от Magic Beats, обе с красной насечкой в этот раз. По поводу выбора фрез, то есть я беру те, которые мне попадаются в наборе, тут никогда не угадаешь. Твердосплавная фреза, кисточка для нанесения маски косметологической, и в маленькой баночке у меня детская присыпка. Вот такой набор инструментов. Естественно, мы обезжирили полностью ногтевую пластину, и нашу работу мы начинаем с того, что мы используем праймер. Праймер просыхает у нас на воздухе, его сушить в лампе не нужно. И дальше я использую камуфлирующую базу. Наносим капельку, как видите, она такого розоватого оттенка. И в итоге нам показалось, что она что-то слишком розовая для мужских рук, потому что в первый раз я разбавляла, во второй раз решила использовать плотный камуфляж. И, наверное, для следующего раза я все-таки буду разбавлять с прозрачкой. Но в итоге вот такой вариант у нас получился. И вот здесь у меня на палитре есть намешанный, значит, цвет камуфлирующей базы, белого гель-лака, и также я добавила туда прозрачный топ с липким слоем обязательно, то есть без липкости лучше размешивать не стоит. И, как видите, на указательном пальце, на котором я сейчас рисую, вот такой маленький кусочек непонятно чего. Это вообще никак не зашлифовывалось, еле как срезалось. То есть я там несколько раз в процессе маникюра принималась это отрезать, в итоге в конце зашлифовала. То есть это те самые последствия самоманикюра. Ну, обратите внимание на френч, который больше похож на педикюрный вариант френча, ноготь слегка трапециевидный, это тоже вызывало у меня сложности. В общем, как-то так я это увидела, я понимала, что после того, как мы покроем это все матовым топом, эффект будет более такой, знаете, сглаженный. То есть смотрите, как это выглядит на остальных. Матовый топ у меня от Леди Лика. И знаете чего я вам хочу сказать? Что-то он меня в конце расстроил. Вообще очень сильно расстроил меня этот топ, потому что он стал плешивить. Все-таки больше мне нравятся матовые топы от Diva и... Так, из последнего, что у меня было, от Эллуры. Ну, в общем, не нашла я в тот момент нужного топа, под рукой мне не оказалось, поэтому использовала этот. В общем, чтобы топы были классные, выбирайте те, которые будут с липким слоем. Вот это от Dance Legend еще очень прикольный матовый топ. Я взяла силиконовый шлифовщик, и он мне покрасил всю кожу вокруг. Ну, это такие издержки, но на самом деле это все легко вытирается. Просто, видимо, он попался совсем новенький, еще не, как сказать, не поюзанный, и вот такой вот эффект он нам дал. Но в любом случае по маслу шлифуется хорошо, и кожа, по крайней мере, стала гладкой, и никаких вот этих вот заусенчиков и шелушоник у нас не осталось. Главное все хорошо потом обезжирить, убрать, и вот такой красивый ноготок у нас получился. Я считаю, что выглядит очень натурально, и для тех мужчин, которые готовы к экспериментам и им интересно сделать покрытие, такой вариант я нахожу более чем приемлемым. Но опять-таки это исключительно мое мнение. Ну, еще у меня тут есть мой желудок, который со мной тоже, видимо, согласен. Я прошу прощения. Я знаю, сейчас начнутся комментарии, что здесь посторонние звуки. Это я просто пошла кушать, ребята.
Ну все, вы давайте пишите мне комментарии, я готова к обсуждению. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, кстати говоря, подписываться и ставить колокольчик. А с вами была Алена. И всем пока-пока, до новых встреч.